Друзья, всем привет! Вы знаете, что сейчас многие из нас вынуждены сидеть дома, и мы решили связаться с нашим другом из Мексики, с Лео Кантра, и задать ему несколько вопросов. Приятного просмотра! Салем, Лео Жан! Приветствуем тебя на нашем канале. К сожалению, наше прошлое интервью, наверное, может уже никто и не увидит, но наши общие друзья, я уверен, будут рады тебя и видеть, и слышать. Сейчас у Димаша в турне Арнау небольшой перерыв, и я думаю, что сейчас самое время поговорить о некоторых интересных темах. Итак, мы видели твою реакцию на новую песню Димаша «Your Love». Но это была твоя первая реакция. Нам же очень интересно узнать твое мнение после нескольких прослушиваний. Кстати, скажи, сколько раз ты уже ее пересмотрел? Прежде чем отвечать на вопросы, я хотел бы поблагодарить вас. Спасибо, что пригласили меня и что позволяете мне еще раз быть с вами на новом канале. Можете всегда рассчитывать на мою поддержку, и я уверен, что все Дирс также вас поддерживают. Мы все вам очень благодарны. Отвечая на ваш вопрос, я думаю, что слушал эту песню более 20 раз. Мне нравится изучать песни Димаша основательно, так, чтобы я мог их спеть, когда он приедет с концертом в Мексику. Я думаю, что еще много раз буду слушать ее, потому что я буду показывать эту песню всем Дирс, чтобы они делали свои реакции. Так что количество просмотров будет только расти. En mi canal con otras personas, así que seguramente el número va a aumentar. Я знаю, что ты спортсмен, и, например, в футболе, когда пересматриваешь несколько раз один и тот же матч, обнаруживаешь некоторые детали, которые не были заметны при первом просмотре. И у тебя, наверное, после неоднократного просмотра этой песни сложилось более глубокое впечатление. Верно. Каждый раз, когда вы слушаете песню Димаша, вы находите что-то новое, даже если это одна и та же песня. Например, несколько недель назад я сделал видеореакцию с моим дядей Рикардо, и я смог узнать его восприятие этой песни. Недавно я осознал одну интересную вещь. Есть некая связь между Игорем Крутым и Димашем. Суть в том, что Игорь Крутой дает Димашу дополнительную дозу адреналина, и это заставляет его исполнять песни намного лучше. Я смог почувствовать эту замечательную связь между ними, в результате которой получается нечто мастерское. Лео, сейчас в интернете основной темой в сообществе Дирс является обсуждение концертов в Киеве и в Москве, где Димаш Канатович исполнил два музыкальных сюрприза. Это «Подмосковные вечера» и «Чернобривцы». Эти песни, они являются, можно сказать, народными для жителей двух столиц. Если бы Димаш выступал в Мексике, на твой взгляд, какая песня лучше всего бы подошла для такого сюрприза? Я думаю, что это еще одна уникальная черта Димаша, и он дарит это странам, которые он посещает. Это означает, что он очень предан своим фанатам, что просто супер. А в Мексике есть много таких песен в жанре мариачи. Мариачи – один из самых распространенных жанров мексиканской народной музыки, являющийся неотъемлемой частью традиционной и современной мексиканской культуры. На ум приходит песня короля. Я чувствую, что это песня, которую Димаш мог бы спеть. Особенно мастерски и внушительно она бы звучала в его диапазоне тенор. И это помогло бы Димашу ощутить глубокую связь со всеми мексиканскими фанатами. Будет здорово, если ты сможешь эту песню напеть, ведь для Дирс ты стал уже популярным народным певцом. Напеть? Хорошо. Хотя я не профессиональный певец, но спасибо. Итак, я спою отрывок из песни. Автор-исполнитель Хосе Альфредо Хименес. Название песни «Эй, Рэй». Ок, поехали. Yo sé bien que estoy afuera,
Pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. На тебя сейчас смотрят люди с самых разных уголков света. А я слышал, что Мексика — это настоящий рай на земле. Расскажи что-нибудь интересное про Мексику. Я бы хотел отметить, что все страны красивы по-своему. Каждая страна имеет свои особенности, которые делают ее уникальной. Одна из причин, по которой я горжусь Мексикой, это ее культурное богатство. Например, на ум сразу приходят некоторые знаменитые места, которые люди могут посетить. Паленке, Темпло Майор, Чичен-Ица, Теотиуакан, Тулум. В Мехико есть Национальный музей антропологии, а вообще есть много очень красивых мест, и какое бы из них вы ни посетили, вы обязательно останетесь довольны. И как я сказал вам в прошлом интервью, вы просто не можете покинуть Мексику, не попробовав классическое тако. Потому что я знаю, что есть сеть Taco Bell, но там не настоящий тако. Классические тако подают только в такериях, и их обязательно нужно попробовать. Еще есть множество очень хороших блюд. Лео, у тебя в Инстаграме много смешных роликов про Димаша. Расскажи, как они появляются на свет? Что ж, правда в том, что все это рождается, когда часто сидишь в интернете. Но я хотел бы упомянуть, что мексиканец имеет одну особенность. Он очень умен и в любой ситуации всегда ищет забавную сторону. Конечно, есть ситуации, при которых особо не пошутишь, но можно сказать, что мы всегда ищем положительную сторону во всем. Именно так, просматривая интернет, я нахожу видео, которые заставляют меня смеяться. И тогда я начинаю думать о том, как это можно связать с творчеством Димаша. Таким образом, уже появилось несколько мемов, которые я создал с большим уважением к Димашу и ко всем Диас. В некотором смысле это отличный способ поделиться музыкой Димаша, чтобы о ней узнало больше людей. Можно сказать, что это юмористический способ. Вот так они и появляются. И, конечно, наш традиционный вопрос о футболе. Я надеюсь, что когда-нибудь мы все-таки с тобой сыграем в футбол, потому что наша мечта с Сашей — это ездить с Димашем по всему миру. Я знаю, что Мексика футбольная страна, и мы также имеем отношение к футболу на своем маленьком уровне. И, конечно, мы знаем Месси из Аргентины, Рональдиньо из Бразилии. А вот кто из мексиканцев действующий Димаш в футболе? Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хочу сказать вам, что несколько недель назад я вернулся на футбольное поле. Хотя я этого не делал уже несколько лет, но оказалось, что я еще не так уж и плох. У меня еще сохранились некоторые навыки. Я помню, что мы выиграли ту игру со счетом 3-2, и я тогда неплохо сыграл. Поэтому было бы приятно сыграть с вами. Что касается футболистов, которые как Димаш, но в футболе, на мой взгляд, это Рауль Хименес из английского клуба Вулверхэмптон. И еще, наверное, Чаки Лозанна из английского клуба Эвертон и Карлос Велла из лиги МЛС. В общем, если сравнивать с Димашем, то есть в истории один футбольный вундеркинд, который, на мой взгляд, больше других подходит. Это Уго Санчес. Он много лет играл в клубе Реал Мадрид. Он был очень известен своими финтами. Y bueno, la última pregunta
Ребята, у нас с вами уже было несколько интервью, и я бы тоже хотел задать вам вопрос. Хотелось бы узнать, с какого момента вы стали интересоваться творчеством Димаша и почему. Empezaron a seguir a Dimash y por qué. Это отличный вопрос, потому что знакомство с Димашем — это очень интересная история. Потому что все началось в 2017 году, и мы чисто случайно увидели, как Димаш выступает на Сингере, как он молодой попадает к мастодонтам китайской музыки и не оставляет им никакого шанса. Мы начали следить, по-настоящему болеть, но получается, что триггером, ну или по-русски говоря, спусковым крючком для нас стало выступление Димаша на Дне полиции, когда он исполнил «Любовь уставших лебедей», и в зале такие были суровые и серьезные лица, что нам захотелось обязательно это все поменять. И мы сделали художественный фильм настоящий. Очень долго думали, как это все сделать, очень долго было времени, очень много потратили на то, чтобы написать сценарий, очень много времени потратили на монтаж, потому что тогда еще ничего вообще не умели, вот, никакие кнопки не знали, где что находится, это было настоящее испытание. Постепенно мы почувствовали отклик от аудитории, мы начали получать обратную связь. И уже в 2019 году мы захотели общаться с нашими друзьями, захотели рассказывать уже более подробно про творчество Димаша и открыли канал «Эхо Петербурга». И если у канала «Экипировочный центр» функция была такая, первого знакомства, то «Эхо Петербурга» — это канал, где уже мы очень подробно разбирали каждое выступление. И в конце 2019 года мы открыли канал «Эхо Питера», функцией которого было объединение международных поклонников творчества Димаша. В общем, чтобы могли смотреть зрители со всего мира. Сейчас же мы встречаемся на канале «Алга Петербург». Это канал, который постарается заменить, я думаю, что на время, а может быть и навсегда, еще тяжело пока об этом говорить, потому что нет информации. Вот. И «Эхо Петербурга», и «Эхо Питера». Это канал, на котором мы сейчас встретились с тобой. Я хочу поприветствовать всех, кто смотрит нас. Будьте очень осторожны в эти трудные времена из-за этой пандемии, которая затрагивает нас. Благодаря силе, братству, любви и миру мы вырвемся из этого. Приветствую всех и большое спасибо за приглашение. Большое спасибо. Спасибо, мой друг Лео, за это интервью. Мы всегда будем рады видеть тебя в нашей студии. Если у тебя будет что сказать, добро пожаловать. Ну все, друзья, спасибо за просмотр. До новой встречи. Увидимся в следующих выпусках.